Алина вышла замуж за Матвея по очень большой любви. Они познакомились на клубной дискотеке, как многие в их деревне. Это была любовь с первого взгляда. Все закрутилось так быстро, и через несколько месяцев они уже сыграли свадьбу. Долго не продержатся, шептались местные сплетницы. Однако Алина и Матвей не слушали никого и на кого не обращали внимания. У каждого своя судьба, и они оба прекрасно знали, что просто не смогут друг без друга. Шло время, разводиться они не собирались, а продолжали жить душа в душу, вот только детишек у них почему-то не было. Все грустнее ходила Алина, все чаще плакала по ночам, прижимая к себе куклу, которую укачивала в детстве, мечтая о большой семье и детях. Проведя очередную ночь в слезах, Алина уговорила Матвея поехать в городскую клинику, провериться. Мужчина согласился, он был на все готов ради своей любимой. Обследование показало, что у Алины никогда не может быть детей, и даже дорогостоящая процедура искусственного оплодотворения ей не поможет. Да и где ее сделать? Это надо в столицу ехать. Если они продадут свой дом, и их родители продадут свои дома, им все равно не хватит денег оплатить процедуру. К тому же врачи сказали, что не поможет. Вернулись они в свою деревню. Вроде все как обычно. Однако поселилась у них в доме тревога. Какое-то предчувствие странное. Посоветовали Алине обратиться к старой знахарке, которая жила в соседнем селе, может, она что посоветует. Пошла Алина через лес в соседнее село. Знахарка посмотрела на нее, пощупала везде, головой покачала и сказала какие-то странные слова. «Тебе, девочка, придется 2 раза по 2 принять, а потом еще 2 отдать. Только после этого Бог даст тебе детей, такова твоя судьба». Ничего тогда Алина не ответила. Подумала, что старуха с ума сошла. Почему просто не сказать, что делать? Какие 2 по 2? Что принять, что отдать? У Алины была одноклассница. Одна из немногих, кто остался, как и Алина, после школы в деревне. Остальные разъехались, кто куда. Имя у одноклассницы было красивая Анжелика. И она сама была красивая, что все мужики заглядывались. Вот только поведение у Анжелики было не таким красивым. С кем только не гуляла, и с местными, и с чужими, и с дальнобойщиками всякими. В Москву уезжала за новой жизнью. Да вот только откуда ей взяться при старых мозгах? Ну, не могла Анжелика жить по-другому. С Москвы приехала беременная, вскоре родила двойню. Люди думали, что вот теперь остепенится, но нет. Мальчик и девочка хорошенькие такие, а матери дела до них нет, болтаются по своим делам. И вот, вскоре снова люди увидели Анжелику беременной. Соседи были в ужасе, а Анжелика просто посмеивалась. Однажды отправилась Алина в лес, хотела набрать шишек еловых, чтобы украсить дом к Новому году. Вдруг, слышит, плачет кто-то, вроде ребенок маленький. Женщина обомлела, лес, зима, а плач, как у грудного младенца. Ветки раздвинула и ахнула, на полянке корзинка, а возле нее сидит волчица, словно охраняет или сторожит. Алина не побоялась, подошла ближе. Волчица принюхалась, но не напала. Смотрит женщина, а в корзинке 2 младенцев, рыженькие такие, как Анжелика. Схватила Алина ребятишек, а они замерзли уже. Волчица побежала за ней. Алина не сразу поняла, что животное сзади идет. Девушка прямо к Анжелике домой с корзинкой и пришла, да как начала ее материть. «А ты не суди меня, подруга, видишь, как в жизни бывает, мне не надо, а Бог посылает и посылает, а ты вот хочешь, а тебе не дает», сказала Анжелика, прищурив глаза. «Да как же ты так можешь? Ты не мать, а кукушка. Посмотри, волчица и та пожалела, пригрела твоих детей». Алина не успела договорить, бери их себе, если такая жалостливая, выпалила Анжелика. «Ты серьезно?» — опешила Алина. «А что фельдшер в селе соседнем, моя тетка, зови своего Матвея, поехали туда, скажем, что ты в дороге родила, на тебя их и запишут, а там делай, что хочешь, хоть в детский дом отдай, хоть сама расти», — сказала Анжелика. Сломя голову, Алина побежала домой и стала рассказывать о случившемся мужу. Он ничего не понял, но решил довериться жене. Матвей давно уже не видел у Алины таких блестящих глаз. Так и сделали, как сказала Анжелика, тетка ее в соседнем селе только посмотрела на племянницу, покачала головой и записала Алину в роженице. Домой они с Матвеем уже возвращались отцом и матерью. Каково же было их удивление, когда на пороге дома их встретила волчица, которая шла за Алиной от самого леса. И как только Алина не заметила, что дикая хищница была беременна. Конечно, она же смотрела только на деток. Мальчик и девочка такие хорошенькие, и как только Анжелика могла с ними так легко расстаться. А у волчицы тоже родились 2 щеночка, мальчик и девочка.
Алина уговорила Матвея пустить серую маму на веранду. Непонятно, почему она увязалась за ней из леса, может, просто не успела логово подготовить. Молодая была волчица еще. И вот стали они жить дома, Алина с детьми, а на веранде волчица с волчатами. Две молодые матери. Многие в деревне догадывались, откуда у Алины дети взялись и куда у Анжелики еще раз подевались, но никто не осмеливался об этом говорить. Каждая из женщин имела свою историю и свою судьбу. Алина радовалась своим детям и не волновалась о том, какая у них настоящая кровь. Для нее они были ее настоящими детьми, а волчица ее настоящей мамой. Эта необычная семья стала примером того, что семья – это не только кровные связи, но и любовь, забота и умиление друг к другу. Алина и Матвей поняли, что жизнь дает им шанс иметь детей и быть счастливыми. Вероятно, все сложилось именно так, потому что их любовь была настоящей и искренней. Они не отказывались от своей судьбы, они смирились и приняли все, что им дала жизнь. Так они создали свою семью, которая была столь необычной, но в то же время душевной и счастливой. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!